Прождав несколько месяцев, пока его корова родит, этот фермер был в полном шоке, когда, наконец, увидел, что она родила. Адриан Джонс был молочным фермером, у которого была небольшая ферма в Портленде, штат Нью-Йорк. Он и его жена Мэри занимались бизнесом на молочной ферме более 20 лет. Мэри в основном преподавала в местной школе, но время от времени помогала мужу на ферме. Быть фермером-молочником – это полноценная практическая работа. Адриан и его работники вставали каждый день в 4 часа утра, чтобы подоить коров. Затем они выпускали их на пастбище, чтобы покормить на огороженной ферме. Разводить дойную корову было нелегко, но старательный фермер целенаправленно занимался разведением крупного рогатого скота, который давал лучшее молоко. Кларибель была одной из 45 коров, принадлежавших Джонсу. Это была коричневая швейцарская корова, родившаяся прямо на ферме много лет назад и теперь достаточно взрослая, чтобы стать матерью. Джонс начал задаваться вопросом, когда же она произведет потомство, но ему не пришлось долго ждать, чтобы узнать это. Когда Кларибель было около 2 лет, она впервые забеременела. Беременность протекала довольно спокойно, если не считать небольшого испуга, когда она ненадолго заболела. Когда ей пришло время рожать, она сама родила очаровательного теленка на лугу. Будучи традиционным фермером, Джонс позволил коровам самим отелиться на полях. Когда молодая мама-корова родила своего ребенка, она отнесла его обратно фермеру, чтобы с гордостью продемонстрировать своего новорожденного. Джонс был на 7-м небе от радости, когда увидел свою милую девочку с теленком. Это означало, что у нее скоро начнется лактация. Обычно они забирали теленка у коровы-матери в течение 24 часов, чтобы позаботиться о нем, пока новая мама приступала к работе, доя в коммерческих целях. Затем они кормили отделенного теленка молочными смесями, а затем кормили с рук. Кларибель была очень взволнована рождением своего нового ребенка и была разочарована, когда фермер забрал его у нее сразу после родов. В конце концов она смирилась с этим, но все еще была расстроена тем, как ее разлучили с ребенком. В последующие годы корова рожала несколько раз, и каждый раз у нее забирали теленка в течение нескольких секунд после того, как фермер увидел его. Каждый раз, когда это происходило, ей становилось грустно, но она ничего не могла с этим поделать. Однажды, когда ветеринар проводил обычную проверку, она заметила, что Кларибель снова беременна, и сообщила мистеру Джонсу. Фермера снова переполняло волнение. Корова приносила ему кучу денег, и он не мог не любить ее за это. Она была достаточно здорова после 4 неосложненных родов, так что это была ее 5-я беременность. Врач заверил его, что корова в хорошей форме и у нее не будет проблем с беременностью и родами. Адриан и работники фермы с нетерпением ждали того дня, когда Кларибель родит теленка. Как и ожидалось, у беременной коровы начались некоторые серьезные изменения, особенно в ее аппетите. Чем больше рос ее аппетит, тем крупнее она становилась, пока все не увидели, что великий день близок. Джонс был доволен своей коровой и видел, что эта беременность протекает еще раз без происшествий, без проблем. Однажды ночью, лежа в траве, Кларибель почувствовала схватки. К этому времени корова привыкла. Она делала это уже 4 раза, так что знала, чего ожидать. Но она ошибалась, очень ошибалась. Лежа там, страдая от родовых схваток, она внезапно поняла, что в этих родах было что-то особенное. После долгого часа интенсивных схваток Кларибель родила своего ребенка. На следующее утро она отвела своего теленка к фермеру, который забрал его у нее, как делал всегда. Кларибель вернулась к своему обычному распорядку дня, как и всегда. Работники фермы доили ее утром, а затем оставляли пастись до вечера, когда им приходилось доить ее снова.
Когда в тот вечер пришли коровы, работников ждал большой сюрприз. У нее не было молока. Это было очень шокирующее зрелище. Она только что родила, и обычно ее лактация должна была быть в самом разгаре. Однако шок на их лицах и пустые контейнеры в руках говорили об обратном. Они быстро рассказали Джонсу о том, что обнаружили, и прошло совсем немного времени, прежде чем фермер примчался туда, где Кларибель лежала в траве и лениво паслась. Когда он подтвердил, что у нее действительно не было молока, он быстро вызвал ветеринара. Приехав, она начала осматривать корову. Врач была озадачена, когда ей позвонили по поводу коровы. Всего за пару дней до этого ее попросили осмотреть новорожденного и его мать, поэтому она не ожидала, что ее снова вызовут так скоро. Тем более, что с ними обоими все было в порядке. После тщательного осмотра врач сообщила встревоженному фермеру, что корова и ее теленок были в отличной форме и здоровее быть не могло. Она понятия не имела, в чем может быть проблема, и посоветовала им переждать. Она надеялась, что к утру все изменится, и они согласились. И снова все они были неправы. 2 дня спустя ветеринар снова вернулась на ферму, осматривая корову. Она заверила обезумевшего мистера Джонса, что Кларабель здорова и с ней все в порядке. Она также сказала фермеру, что ничем не может помочь. Должно было происходить что-то еще, и это выходило за рамки ее компетенции. Корова продолжала приходить на дойку, и работники продолжали находить ее сухой. Среднестатистическая бурая швейцарская корова производит более 22 тысяч фунтов молока или около 10 тысяч литров молока за одну лактацию, поэтому никто не мог понять, почему эта молочная корова каждый день приходила с пустым выменем. Кларабель также начала вести себя довольно странно. Придя утром на дойку, она исчезала до позднего вечера, когда ее снова осматривали. Работники заметили, что больше не видели, как она пасется на открытом месте, как раньше. Никто не был озадачен больше, чем мистер Джонс. Он продолжал расследование, пока однажды не последовал за коровой, чтобы посмотреть, куда она всегда ходит после дойки. Прошло 11 дней с тех пор, как она родила и начала приходить без молока. Озадаченный фермер шел на некотором расстоянии за коровой, когда она выходила из доильного зала. Он застыл в шоке, когда, наконец, узнал правду. У Джонса прямо челюсть отвисла, когда он собственными глазами увидел секрет, который Кларибель скрывала от него. Джонс быстро позвонил ветеринарному врачу и сказал ей, что наконец-то нашел причину, по которой у коровы не было молока. Любопытствуя узнать, в чем дело, доктор поспешила на ферму при первой же возможности. Когда она добралась туда, фермер рассказал историю, которая заставила ее в шоке уставиться на корову. Джонс рассказал, как он выслеживал корову тем утром, пока не увидел, что она спрятала в траве на краю пастбища. Очевидно, корова родила двойню. У крупного рогатого скоторождения двойни крайне редко и, согласно некоторым исследованиям, только около 3–5% беременности заканчиваются более чем одним теленком. Джонс, наконец, сложил 2 и 2. Он вспомнил, что каждый раз, когда у Кларибель забирали ребенка, она становилась очень грустной и капризной. Каким-то образом корова оказалась достаточно умна, чтобы предотвратить это, и вернула фермеру только одного из телят-близнецов, а второго спрятала. Итак, она пожертвовала одним, чтобы сохранить другого. Поэтому всякий раз, когда она выходила из доильного зала, она кормила своего теленка в течение дня и возвращалась в доильный зал без молока в вымени. Умная корова умудрялась прятать своего детеныша больше недели, прежде чем фермер заметил это. Когда доктор и другие работники фермы слушали историю фермерши, они почувствовали, как на глаза у нее наворачиваются слезы.
Эта корова так сильно хотела сохранить своего теленка, что пошла на эту радикальную меру. Очевидно, ей не нравилось отказываться от своих детей каждый раз, когда она принимала их, но до сих пор она ничего не могла с этим поделать. Врач знала, что у коров очень сильные материнские инстинкты, но она никогда бы не подумала, что корова способна перехитрить человека таким образом. Какой невероятный поворот и какое умное животное. Как вы думаете, фермерам следует держать новорожденных телят рядом с их матерями ради их же блага? Что бы вы сделали на месте Джонса, узнав правду? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели, и до встречи в следующий раз.